Данное видео создано при поддержке какой-то хуйни. Если что-то не нравится, пизду. Заебись, девайс. И, в принципе, всем хаел. Давно у нас не было видеоролика вообще про какие-то обзоры, про поды, блять, про жидкости, про... Вообще, про все у нас давно не было видеороликов. И почему же? Ну, блядь, конечно, может, потому что я ленивая задница, которая не хочет выпускать ролики. Да, думаю, именно так. Но сегодня у нас видеоролик и, точнее, обзор на устройство как Knight. Knight 80. Сегодня мы с вами поговорим и о его плюсах, и о его минусах, о его вообще... Что это вообще как бы за устройство, хорошее ли оно, в какой ценовой категории оно, вот. И первое, с чего я хочу начать, про вообще дизайн. Дизайн у данного устройства идет, получается, блять, как это назвать-то? Неоднозначный, вот. Он идет в нескольких расцветках, то есть у меня данная расцветка, она голубая. Есть еще также расцветки, как и болотного цвета, то есть зеленая. Есть расцветка как бы такого золотого цвета, она идет как бы коричневая, но с нотками золотого. И есть расцветка вроде бы желтая, да, желтая расцветка. Ну вот, как я сказал, у меня синяя расцветка. Первое, этот девайс идет на 80 Вт. У него вот такой вот многофункциональный экранчик, то есть тут у него показываются вольты, ohмы и количество затяжек. У меня на нем почти что 10 тысяч затяжек, 999. Вот. Данное устройство идет, как я сказал уже, на 80 Вт. Оно очень удобное в использовании. Объем картриджа вроде 4 мл. Зарядка Type-C. По затяжке. У меня сейчас стоит испаритель на сопротивление 0,4 Ома. Давайте его протестим. Довольно хорошая вкусопередача. То есть неважно какая жидкость. Может быть жидкости с ананасом и с клубникой. Я делал кучу обзоров на разные жидкости, на разные устройства. Вот, но самая жидкость, наверное, которая мне зашла, это со вкусом ментола. Именно на Knight. Сейчас как раз она и залита. Я перепробовал уже очень много девайсов, но этот мне понравился больше всего вообще как бы из всех девайсов. Он не течет, вообще не течет. То есть у него вот тут даже вижу сухо, просто сухо. То есть ему не из чего течь. У него идет очень хорошая заглушка на бачке. То есть вот у него получается заглушечка на бачке. Вот, как я сказал, уже объем картриджа 4 мл. И полностью заправлять, думаю, вообще не вариант. То есть, когда ты заправляешь картридж наполовину, то у тебя не будет такого, что устройство будет плеваться, можешь словить там гарик и так далее. И нельзя выкуривать на любом устройстве, на любом картридже меньше, вот, сейчас, если будет видно, покажу. Вот меньше вот этого уровня уже выкуривать нельзя, иначе испаритель просто-напросто сжигается. Также на данный Knight я хотел поставить RBA-базу. RBA-база, кто не знает, это один микрокоил и вата. Это выгодно, на самом деле как бы это выгодно. Потому что коила ты меняешь спустя месяца 3, наверное, вату можешь заменить бесплатно в любом магазине. Вот. Испарители на него стоят в районе 300-350 рублей. Думаю, это не так уж и дорого. Вот. Но, естественно, вата будет выгоднее. Потому что если ты покупаешь, например, испаритель, он у тебя живет всего лишь недели 2-3 максимум. А если ты покупаешь себе рулончик ваты, то этот рулон может прожить год. Может чуть меньше, месяцев 8-9. Всего лишь за 200 рублей. Какая-то вата. Вот. Также у него регулировка обдува есть, и она идет вот на вот таком вот колечке. То есть вот это вот обдув закрытый полностью, естественно, он тянуться не будет. То есть
тянется слабо. Когда у вас обдув открытый, то затяжка идет полностью свободная. По количеству пара. Пара довольно много. И чем мне нравится это устройство, вот какой на него аккумулятор не поставь, этот аккумулятор продержится намного дольше, чем на других устройствах. Я себе буду брать следующее устройство. Это либо Drag X, либо возьму на DNA оплате за 10 тысяч рублей. И только вы меня можете спонсировать на данный видеоролик. Потому что 10 тысяч рублей все же денежки-то небольшие. И внизу будет ссылочка на донатик. Кто хочет поддержать, поддержит. Ну, а из минусов, ну, думаю, минусов нет вообще, потому что девайс сам по себе стоит 2600. Как вы знаете, в стране у нас санкции, инфляция, вот. И цены на жидкости, естественно, растут, и на девайсы цены растут. И думаю, это самый выгодный вообще девайс из всех. Я посмотрел, он в том же самом ZenMode, в Парабаре стоит 2600. В некоторых магазинах, ну, элитных или дорогих, он будет стоить в районе там, ну, 3000, 3500. Думаю, это не совсем большие деньги, если вы понимаете, о чем я. Вот. И минусов больше у него нету. Вы ж чего ожидали? 10-минутный ролик, там, где я буду рассказывать про его огромные минусы. Нет, их нету. От слова совсем. Он не течет, у него хорошая вкусопередача. Из парики живут месяц. Очень удобное управление. То есть, вот, 3 раза на кнопочку тыкнул. Да, блять. Да не, хуйня какая-то. Вот. Только что было. Поверьте мне на слово, я проверю. В комментариях накидайте, как обычно, грязи. Если вы с чем-нибудь не согласны, то пишите в комментариях. Также пишите в комментариях, на какой мне девайс сделать обзор еще. Может быть, я выберу что-то из интересных и сделаю вам обзор. Не знаю. Только вы решаете. И в принципе все. Я на этом могу полностью заканчивать данный видеоролик. Кому понравился такой вот 8-минутный обзор, поставьте лайк, напишите грязь в комменты, накидайте. Подпишитесь на меня, если кто хочет. Не, ну конечно, я не прям призываю, но кто хочет, подпишитесь. Будет очень много обзоров. Как я и сказал, ссылочка на донат внизу. Можете меня поддержать. Куплю девайс, сделаю обзор. Все в ваших руках. С вами прощаюсь до следующего видеоролика. И всем удачи, всем пока-пока.